Куры живут у меня на даче сами. Я приезжаю раз в несколько дней к ним. И вот, смотрите, это все минусы такого содержания. Это яйца, которые выносят коты из гнезд. Вернее, не из гнезд, а яйца, которые куры несут под гнезда. И вот такое вот, смотрите, сколько много яиц. Вот, все это съели коты. Яйцо марана. Вот. Вот это минусы. Вот, видите, сколько яиц? Поэтому обязательно нужно делать гнезда с яйцесборниками. Именно у меня такие гнезда, но не все куры несут в эти гнезда. Не все приучены к таким гнездам, скажем так. Поэтому некоторые яйца попадают и котам. Собираю, чтобы в следующий раз видно было, что кошка вынесет к следующему разу. Сидит, дежурит. Вот она, моя Маруся. Съела? Вкусно было? Марсик помогал, наверное, кушать. Обычно зимой я подстилку не убираю. Но в этом году у нас такая зима непонятная. Все растаяло. Куры с лапами занесли в курятник очень много грязи. И такое мне не нравится. Поэтому буду сейчас чистить в курятнике. Всю подстилку буду выносить и застилать сухую и чистую. Конечно же, так красивее. И приятный воздух сразу свежий. Нестись пошла курочка, видите? Это та курочка, которая несет зеленое яйцо и которое потом кушают кошки. Но не постелить подстилку я не могу. Это зима.
холодный пол я не могу курочкам оставить. Поэтому обязательно стелю подстилку. Если бы я не подстелила подстилку, то, возможно, курочка пошла бы нестись в гнезда. Хотя, смотрите, видите, она прямо на голом кафеле садится нести яйцо. Поэтому ее нужно персонально учить нестись в гнезда с яйцесборниками. И так будет гораздо приятнее в курятнике. И для кур приятнее, и для меня. И вот такая красота получается. Сухо, чисто. Вот так должно быть в курятнике. Конечно, если бы на улице был мороз, я бы подстилку не убирала, а сверху бы насыпала сухой соломой. Но так как у нас на улице плюс, и это осталось у нас неделька до Нового года, и поэтому я все убрала и застелила чистую подстилку. Хотела это сделать только у молодых кур. Но вот старые куры тоже не должны страдать. У них тоже должно быть чисто. Поэтому у старых кур тоже сейчас начинаю вычищать всю эту старую грязную подстилку. И меня еще просили показать, как закрывается эта бункерная кормушка. Вот тут есть вот такой крючок. Вот сбоку. Вот так вот открывается эта сеточка. Вот, я думаю, видно. Вот так вот открывается, вот как дверца. И вот так вот сделан крючок из этой же сетки. Вот, смотрите. И теперь, когда кормушку наполняю, и вот так вот закрываю, то есть натягиваю, и этот крючок одевается на сетку. Все. И вот так хорошо закрыто. Все не откроется. И курочки со всех сторон могут здесь вытягивать вот так вот траву. Вот сейчас я ее наполняю, эту бункерную кормушку, и покажу. Вот такая застежка. Наполняю
И вот так закрываю. Вот, за предыдущую сеточку. И вот так она открывается. Вот, видите? Одна сторона, одна грань этой кормушки открывается. Вот так. И я заполняю ее вот так сеном. Вот так. Стараюсь брать сено мелкое. Вот. Чем мельче сено, тем лучше. Вот так. И одной рукой могу вот так вот прямо вам показать, как закрыть. Вот так. Натягиваю. И все. И закрыто. Все. И кормушка готова. А теперь эту кормушку просто вешаю на вот этот крючок. Вот так. Все. И курочки себе берут, когда им надо и сколько им надо. И совершенно верно вы мне написали в комментариях. Все вы правильно увидели. И спросили, а что ж, эта кормушка одна только у молодых курочек? А сено старым курочкам? А вот сено старым курочкам. А старым курочкам даю как раньше. Потому что, конечно, планирую сделать сюда кормушку, но приезжаю, к сожалению, на мало времени и пока что не успеваю. Поэтому вот таким моим старым методом. Но обязательно всем даю сено. Правильно вы мне задали вопрос в комментариях. Совершенно верно. Всем сено даю обязательно. И смотрите, как куры сразу набрасываются на сено. Конечно, без бункерной кормушки что-то затопчется, что-то скушается. Но я буду знать, что у моих кур есть трава. И в третьем вольере тоже даю траву, потому что эти куры могут прибежать в первый отсек и там покушать ее. Но есть такие курочки, которые сюда приходят чаще. Пока я не сделала бункерные кормушки для сена, но все равно я даю траву обязательно. Без травы сушеной зимой яиц не будет. Если бункерных кормушек нет, то это не повод не давать траву курочкам. Пока я ее сделаю, а куры должны кушать сено. Поэтому вот так вот я насыпаю просто. И курочки сами себе тут гребутся и его находят. Зимой сено очень важное в рационе у кур. Там много витаминов и всего необходимого для яйца. Что-то разгребут, что-то затопчут и что-то скушают. А вот этот профессор пришел и заставляет курицу нестись вот здесь на полу. Видите, как он? Я тебе сейчас дам.
Я тебе сейчас научу нестись на пол. Ты виноват, что коты едят яйца. Обстановочка в курятнике. Несется курочка. Нету. И тут несется курочка. А я убираю на гнездах. Как всегда, ведерко, шпатель и уборочка. Пойду за ведром и соберу яйца. Вот вам и старенькая курочка. Уже даже не знаю, сколько ей лет. Ну, 4 года точно. 4 года точно. Вот так вот. И ломан Сэнди тоже несутся. Это яичная порода. Иду за яйцами. Взяла ведро и хочу собрать яйца. Квочка уже сидит на яйцах. Я показывала, как я ее посадила. Вот здесь оставлю ссылочку на это видео, как квочку я садила на яйца. Ну и посмотрим, что мои курочки донесли в гнезда, потому что под квочку я уже яйца забрала из этих гнезд. Это яйцо, вот посмотрите, какое крупное несет курочка, которая сидит в теплице. Вот такое большое яйцо у нее. Это, по-видимому, у нее в этом сезоне первое яйцо. Она отдыхала, почти все лето отдыхала. И осень. И вот это такое у нее красивое, огромное яйцо. Но она так и несла в прошлом году. В прошлом сезоне своем яйценоскости у нее были все вот такие крупные яйца. Так, ну а мы соберем все яйца, которые остались после сбора яиц под квочку. Будем идти сверху вниз. Два. Это гнездо вот с такой дыркой. У меня на канале есть видео, как сделать такое гнездо, чтобы куры несли в него. Но, естественно, нужно еще и приучить кур к таким гнездам. Следующее гнездо будем смотреть. Вот это. Так, поднесли сюда. Поднесли курочки. Молодцы, мои красавицы. Так. Поднесли, пока я курицу садила на яйца. Все. Смотрю, больше пока нету. Куда? Видели, как это все быстро происходит? Все, украла яйцо. Ну как так может быть? Прямо при мне. Вот, украла яйцо. Аферистка. Я отдавать вот эту часть не буду, потому что так научу кур есть яйца. Поэтому это яйцо я сейчас спрячу, а потом заберу после сбора яиц. Прямо на глазах у меня.
Вот, смущает их, видите, немножко мокрое яйцо. И они все вокруг этого ведра кружатся, кружатся. Отходите, отходите, я буду открывать гнезда. Так, здесь. Ой, горячее какое, только-только курица снесла. И быстренько закрываю, потому что там дырка, это гнездо с дыркой, и может упасть в любую минуту яйцо. Поэтому быстренько закрываю. А, это петух Фавероль сидит. Ага, я думала, курочка идет нестись. Сидит, охраняет. Ты же закрыл гнездо, туда же никто не может зайти. Ты понимаешь, что ты делаешь? Отходи давай. Отходи, не закрывай гнездо. Давай. Отходи, отходи. Закрывает вход в гнездо. И, естественно, курица может пойти сразу в подстилку нестись. Все. Нету тут. Нет, это ты своровала яйцо. Ты. Отходи. Так, посмотрим здесь. Аккуратненько там кто-то сидит. А мы аккуратненько посмотрим. Нет. Здесь ничего нет. И вот так аккуратненько и задвинем, потому что, может быть, Фаверолька пошла туда нестись. Вот и все, спугнули. И опять пошли в это гнездо. Ну, заходи уже, прячься. Так, это молодые куры. Вот сколько уже есть. И у старых кур мы сейчас соберем яйца. Тут я показывала, я тоже брала яйца под квочку. Правильно вы мне написали, все-таки свои куры лучше, чем покупное инкубационное яйцо. И вы тоже это правильно заметили. Поэтому под квочку я максимально брала яйца именно у старых кур. И курица крупная, и хорошо несется, и красивая. А покупные инкубационные яйца все-таки это лотерея. И курочки мельче, и совершенно другие куры. Поэтому максимально собираю яйца, на инкубацию буду делать из своих кур. Ну, и, кстати, по-моему, они еще поднесли яйца. Да, вот тут вот точно в этом углу, когда я собирала яйца под квочку, отсюда я брала яйца, вот в этом углу точно вот этих яиц не было. Вот. Поднесли курочки. Что-то я ведро, наверное, маленькое взяла. Ого, не могу взять 3 яйца. 3 яйца не помещается в руку. И вот еще большущие. Ой, какие большие яйца. Так, чтобы не разбилось. А, еще есть. Еще есть, я не вижу. Все, теперь уже это все. Вот это красавицы, я понимаю, куры. Вот это куры.
Сейчас проверим, едят яйца эти куры. Вот сейчас посмотрим. Ну, если бы ели, то она бы уже давно клюнула бы яйцо. Нет. Молодец. Так, а я хочу... А, она пришла нестись. Вот она, моя умница. Пошла нестись. И еще одно гнездо здесь есть. И это пошла нестись. Ну, вы даете. А я уже собираю. Так, ладно. Посмотрим в этом гнезде. Металлическое гнездо. Яйцо катится под наклоном к задней стеночке. Падает в яйцесборник. И я прихожу, забираю. Если кто хочет сделать такое гнездо, мы сделали его сами. Заходите, смотрите. У меня на канале есть видео, как сделать такое гнездо. Так, о, здесь кое-что есть. Раз, два и три. 3 яйца. И 3 яйца есть. Так, и обязательно и закрываю. Все. А вот курочка сидит. Она несет там яйцо. Видите? Села в углу. И там будет яйцо. Скажете, почему я спешу собрать яйца? Вот эти яйца собираю, пока еще у меня куры несутся. Можно было бы чуть-чуть попозже прийти собрать яйца. Но напомню вам, что молодых кур я пропоила от глистов. И поэтому в течение 3 дней яйца кушать будет нельзя. Поэтому все яйца, которые уже снесут мои куры молодые после пропойки от глистов, кушать я уже не буду, а буду их выбрасывать. Поэтому я сейчас быстренько собираю яйца. А те, которые они уже сейчас будут нести, их уже я буду выбрасывать. Но в этом году я сделала иначе. В этом году я пропаиваю кур по очереди. В этот раз я вот этих старых кур не пропаивала от глистов. Поэтому вот эти яйца, которые я соберу в следующий раз у старых кур, они будут пригодны в пищу. А выбрасывать буду яйца только от молодых кур. Поэтому очень это удобно. Хотя всегда я пропаивала сразу в один день всех, абсолютно всех кур. В этом году решила разделить эту пропойку для того, чтобы не остаться без яиц. Потому что придется выбросить в следующий раз яйца. А так я приду, у старых кур соберу и заберу их домой. Так, а я иду в 3-й вольер за яйцами. Ну и 3-й вольер. Это молодые куры здесь. Молодые куры. У них тоже вот такое металлическое гнездо. Вот эта аферистка ходит за мной по всем вольерам. Она есть везде. И слева, и справа, и в 1-м, и в 3-м. Везде она есть. Вот эта аферистка.
Так, здесь у нас металлическое гнездо, но там сидит курочка. Смотрите. Не будем ей мешать, а просто заберем яйца. Так, что у нас тут? У нас тут 3 яйца. Отсюда мы тоже брали яйцо под квочку. Так. Все, закрываю. А, вот еще есть яйцо. Вот еще есть яйцо. Ну, еще раз посмотрю тут. Так, вроде бы нету. Видите, сколько соломы туда они заносят? Это они сами туда заносят. Так, закрываю тихонько, потому что там сидит курица. Там сидит курица. И чтобы ее яйцо не упало на плитку. Так, я уже поняла, что мне вот этот сноп нужно убирать. Видите, они там могут организовать гнездо. И яйца будут падать на пол и биться. Все, убираю эту солому, потому что я хотела им тут оставить ее. А теперь вижу, что ни в коем случае оставлять здесь ее нельзя. Вот. Уже себе там организовывают гнездо. Придется убирать. Все. Раскладываю в лотки и можно ехать домой. Квочка сидит. Вот так вот я ее оставлю. Вот она, красотка. Вода, еда у нее есть. И вот так вот закрываю ей сеткой вот так, чтобы она не встала и не пошла гулять. Ну и вот это тоже закрою здесь. Все здесь хорошо. Сидит, греет все яйца под ней. Оставьте что-то курочкам. Налетели. Это сухари для всех. Это размоченный хлеб. Вот. Размоченный в воде хлеб. Принесла немножко для индюков и курочек. И они напали сильно. Я вам немножко принесла. Вот такое ведерко для всех кур. Все, хватит. Может, хватит? Ух, кушает как корова прямо. Смотрите, заглатывает, заглатывает большими кусками. Не хватит ему. Все, все. Остальное курочкам. Остальное несу курочкам. Ну ты кушаешь, тебя прокормить невозможно. И еще хочет. Все, хватит. На. За индюками и курочки не могут успеть. Все, хватит вам. Немножко тем, которые несутся в 3-м вольере. Они сюда приходят снести яйцо. И им вечно не хватает. Им всегда не достается. Вот, пусть они покушают хлебушек. Петухи-джентльмены ждут. Ждут. Ну, давайте еще чуть-чуть вам дам. Остальное в 1-й вольер.
В первом отсеке, конечно, достались крошки. Но ничего. Сегодня у нас по плану морковка, но, конечно, они ее не очень любят. Но, так как у них, кроме зерносмеси и морковки, ничего не будет, то они ее хорошо всю скушают. Ну что, чистенько? Вот это другое дело. А то и перцы тут лежали, и ветки. Не очень хорошо. А когда чисто в птичнике, это мне нравится. Наконец-то эта курочка начала нести яйца. Она несет крупные, красивые, большие яйца. Это помесь с амерауканом и моей курочкой. Обычной, помесной. Но яйцо у нее от амераукана, петуха, все равно кремовое. То есть здесь пошло расщепление на кремовое яйцо. Внешний вид у нее тоже от обычной курочки. Только цвет лап. Цвет лап у нее от амераукана.